Если вы видели, как ваш напарник делает какую-то фигню, или просит вас сделать что-то непонятное, а потом он оказывается в конце уровня, вам сюда. Тут не все трюки, но определенно много. Тут будет номер трюка, информация в какой камере и какой главы его делают, а также моя субъективная оценка сложности. Легкий, средний и тяжелый. И да, чтобы не было вопросов, у меня прыжок поставлен на колесико мыши, а приседание на освободившийся пробел. Не будем больше задерживаться, поехали! Команда плюс Remote View позволяет не задерживать таб на протяжении уровня. Да, придется прописывать эту команду в начале каждого уровня, но для меня это лучше, чем постоянно держать таб. Вот эта команда позволяет видеть за пределами карты. Она пригодится в парочке трюков. Также, если что-то пойдет не так, всегда есть команда Restart Level, которая перезапустит уровень. Пронос кубов через поле эксклюзивно в коопе. Есть два способа. Первый легкий, но работает не везде. Второй помедленнее, но работает абсолютно везде. С шарами тоже можно, но тут скорее всего нужна будет помощь напарника. Зажимание кнопки. Работает только играя за Пибоди, то бишь за оранжевого. Нужно просто прыгнуть и быстро спрыгнуть с кнопки. В калибровочном тесте... Знаете что? Эту яму можно перепрыгнуть. Это все, что я вам скажу. Эту яму тоже можно перепрыгнуть. Правда, я понятия не имею. Чего? Wall strafing? Короче, если смотреть немного в сторону стены и зажать кнопки вперед и в сторону стены, в данном случае влево, то можно получить ускорение больше обычного. Кроме того, если немного разогнавшись, начать прыгать, отпустить кнопку вперед и смотреть немного от стены, то можно разогнаться до еще больших скоростей. Собственно, план таков. Встаем в заднюю точку стекла и целимся вот на эту полосу между плитками. Начинаем разгон и подбираем момент для первого прыжка, в момент которого нужно повернуть камеру в сторону, чтобы набрать еще скорости, и уже со второго прыжка перепрыгнуть яму. Вот. Если будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказал. В этой камере также можно допрыгнуть до этой платформы, которая совсем немного погружена в кислоту. Из-за этого мы не сразу погибаем, а успеваем добраться до портала. Любые двери, которые открываются двумя игроками, можно открыть одному. Нужны только быстрые руки. До этого края можно долететь, если аккуратно прыгнуть из портала в портал. Либо если набрать достаточно скорости. Просим напарника поставить порталы таким образом. Прижимаемся к дальней стене, смотрим на пересечение поля и стены и просто идем назад. В результате нас зашвырнет на другую сторону. До этой кнопки очень легко дотянуться. Здесь мы можем пропустить очень большую часть камеры. Сначала нам надо войти в багнутую позицию. Для этого нужно попрыгать в портал с зажатым приседанием либо вот так, либо вот так. Суть этой позиции в том, что модель персонажа находится в приседании, но камера осталась, как будто модель стоит. Теперь, не отпуская приседания, можно подойти к катапульте с этой стороны и поставить портал примерно в эту точку. Тут как раз и пригодится команда наведения за пределами карты. Теперь, когда портал стоит, заходим во второй портал и сразу же направляемся вправо, в результате чего нас должно выпихнуть обратно в уровень. Рекомендую для тренировки включить читы, чтобы потом лишний раз не перезапускать уровень. Немного виляния из стороны в сторону, и до конца уровня можно долететь вот так. Зайдя на катапульту так, чтобы мы ударились об напарника и полетели вверх, можно достать куб из выбрасывателя. Встав в угол и прицелившись в стык белой части и угла кнопки, можно поставить портал прямо на решетку. Если поднять куб, пока напарник внутри этой комнаты, двери не закроются. А это значит, что можно пронести куб на следующую часть уровня и забрать халявные достижения. Если два раза быстро удариться об одну и ту же кнопку, дверь все равно откроется. Провернув вот такое действие, можно долететь до катапульты без напарника. Да, потребуется немного практики, но тут так почти со всеми трюками. По какой-то причине, если понажимать Е в этом углу, двери откроются. А это значит, что можно протащить куб в конец уровня. Через это место в трубе можно взять куб. Поставив порталы вот так и с помощью щепоточки паркура, можно добраться до будки с приемником лазера. Если там поставить портал, то можно будет перенаправить лазер без помощи второго игрока, позволяя залететь в конец вдвоем с самого начала. Если протащить диск к крутящемуся вентилятору, то вентилятор можно будет остановить с помощью диска. К сожалению, убивать он все равно будет, и если вы нечаянно сожжете или потеряете диск, то вам придется перезапускать уровень. Просим напарника поставить порталы вот так и поднять нас к потолку. Оттуда мы можем поставить портал прямо на выход.
Поставив порталы таким образом, можно сделать так, чтобы мост проходил через порталы много раз, в результате получая много мостов. Либо же сделать лестницу из мостов, просто поставив портал повыше. Отсюда можно допрыгнуть до выхода, пропуская весь пазл. Обожаю эту игру. Поставив портал в угол и сразу же поставив на него второй портал, можно пропихнуть второй портал за карту. После этого заходим в портал и немедленно прыгаем, из-за чего нас переместит наверх. Если встать на угол моста, то можно поставить портал тут и сразу полететь на выход. Поставив стену вот так, можно спокойно под ней проползти и нажать на кнопку без стресса. Поставив портал в угол мишени, можно допрыгнуть до турели, а оттуда к выходу, только спешить не надо. Вот тут находится невидимая стена, из-за которой прыгать со столба надо именно сюда. Если знать, куда прикатится шар, можно взять его через поле. Просим напарника поставить порталы вот так. Сами ставим порталы на другой стороне угла и в правильный момент прыгаем, чтобы оказаться на вершине столба, с которого можно спокойно поймать шар. Торопиться не стоит, ведь если не нажать вон ту кнопку, вы застрянете в следующей секции, потому что мост просто не появится. Вот вам пошаговая инструкция, как научиться летать без смс-регистрации. Шаг 1. Заходим в воронку без прыжка, даже если этот прыжок был на катапульту, иначе мы не сможем в воронке зажать приседание. Шаг 2. Ждем полной остановки в конце воронки. Шаг 3. Зажимаем приседание и мысленно считаем до 5. Шаг 4. Не отпуская приседания, выходим из воронки. Шаг 5. Летим. Для того, чтобы прекратить летать, либо отпускаем приседание, либо убираем изначальную воронку в другое место. Также, если вы летите из воронки под углом, вы продолжите лететь вверх или вниз, в зависимости от направления. Ловим напарника воронкой, либо аккуратно летим наверх, а затем на выход. Либо ставим порталы вот так и летим на выход вместе с напарником. Либо ставим порталы вот так, чтобы не было воронки. Затем заходим в портал без прыжка, прижимаемся к стенке портала и во время приседания ставим портал в левый верхний угол, чтобы выстрелить с собой в конец уровня. Либо просто полететь на выход при помощи полета. Следующая камера. Просто летим на выход. Следующая камера. Летим на выход. Следующая камера. Ну вы поняли. Забираемся наверх панели при помощи полета. Либо же вот так. Затем говорим напарнику встать перед катапультой, смотреть и идти вперед и в полете зажать приседание. У напарника будет ровно столько скорости, сколько нужно, чтобы забраться наверх и поставить вам порталы оттуда. Здесь и вот здесь можно прострелить портал наверх. По какой-то причине, если попробовать выкинуть турель, она там застрянет. Либо ее выбросить назад, из-за чего можно поиграть в футбол турелью. Либо засунуть ее под лестницу. Убираем турели, чтобы не мешались. Затем просим напарника поставить порталы у конвейера, чтобы потом на него запрыгнуть, предварительно взяв с собой воронку, чтобы добраться прямиком до конца уровня. Если упереться в правый задний угол лифта, можно не падать вниз. По какой-то причине у этого участка пола отсутствует коллизия для порталов, из-за чего можно не ловить гель воронкой, а сразу налить его на место. Поставив порталы вот так, можно забраться на эту балку и перепрыгнуть невидимую стену. Альтернативно, можно спрыгнуть сюда, аккуратно залезть вниз и поставить портал на следующей части камеры. Затем ваш напарник должен поставить порталы с этой и той стороны, чтобы когда вы возродились, у вас был проход. Правильно рассчитав время для прыжка, можно сразу попасть на выход. Упав на эту лампу, можно спокойно прыгнуть на выход. Вон в ту дырку можно поставить портал и сразу пойти на выход. Можно упасть вот сюда, чтобы спокойно поймать куб. Отсюда можно поставить портал в предыдущую секцию, чтобы в следующей забрать куб из прошлой. Разбежавшись с угла без прыжка, можно спокойно долететь до порталов. Аккуратно забравшись на эту панель, можно с нее сразу полететь на выход. Эта камера полностью проходится одному. Сначала прыгаем сюда и добираемся на выход, либо оставив напарника позади, либо разлив гель сюда и разогнавшись, либо быстрыми ручками сделав всю работу самому.
Прыгаем на перила и с перил ставим портал сюда и пропускаем кусок камеры. Разливаем гель и прыгаем на угол так, чтобы нажать оба рычага сразу. Либо можно пройти по стенке вместе с напарником и нажать рычаги вместе. Разливаем гель и в приседе протискиваемся вот в эту дыру. Затем поднимаемся наверх с помощью воронки и протискиваемся обратно уже у кнопки. Поздравляю, уровень пройден. Идем вдоль стенки за турели и, проделывая вот такую махинацию, открываем дверь. Если упереться в дверь конкретно в этой камере, она откроется. При помощи полета летим к выдавателю кубов, обязательно стукаясь об белый край, иначе вы там застрянете. И забираем второй куб, с помощью которого можно сделать башенку. Альтернативно можно подозвать напарника, дать ему сесть под лазер, опустить ему на голову куб, сказать ему уползти, и куб останется висеть в воздухе. Тут просто проносим куб через поле. Аккуратно ставим портал таким образом, чтобы мост проходил через портал дважды и делал крест из мостов. Поднимаемся по этому кресту наверх и, правильно рассчитав, ставим портал в прыжке, чтобы оказаться сверху. Этот момент может потребовать очень много практики. Затем поднимаемся еще выше к трубе с гелем, на которую забираемся и аккуратно обходим невидимые стенки. Пару раз переставляем порталы, и теперь у вас есть путь за карту. Но мы прыгаем внутрь трубы, после чего на стенку и затем на выход. Будьте осторожны, ведь тут тоже находятся невидимые стены. Льем гель, затем ставим порталы сюда и на нижний край склона. Затем, смотря вперед, в приседе заходим слева, чтобы перелететь в конец уровня. Если поставить турели так, чтобы задняя нога была на уровне ниже, то они почему-то не смогут нанести по вам урон. Смотря ровно вниз, идем на корточках так, чтобы пол от угла остался за экраном. С этой позиции можно прострелить портал наверх и сразу пойти к выходу. Тут просто летим в конец уровня. Стоя на разбитой части плитки и смотря вот сюда, можно взять куб через стекло, протащить его через поле и пропустить секцию с очищением куба. Долететь до выхода можно, поставив портал сюда. Так вам не потребуется помощь напарника. Ставим порталы таким образом, после чего встаем слева в передней части портала. Зажимаем вправо, отпускаем вправо, смотрим под лестницу и зажимаем приседания. После этого идем сюда и прыгаем налево. Поздравляю, вы попали под карту. Ставим порталы рядом друг с другом и просим напарника встать так, чтобы заблокировать все возможные места, в которые вас портал может выпихнуть. Затем встаем между порталами и ставим тот, который находится со стороны напарника. В итоге вас выкинет за карту, где в этом месте вы можете поставить портал. Я обожаю Portal 2, и большую часть своего наигранного времени я провел в коопе. Ведь после того, как ты прошел все камеры по-нормальному, единственное, что остается делать, это играть в пользовательские камеры. Но и они могут надоесть, и в итоге игра закончится. Но не для меня. Лично мне очень нравится удивлять других игроков такими трюками, багами, называйте как хотите. Или пробовать спидранить с теми игроками, которые эти трюки знают. Мне также очень интересно, каких трюков знаете вы. Пишите в комментариях. Например, мне очень хотелось бы вспомнить, как делать автофармилку шагов в лобби. Отдельное спасибо вот этому игроку за помощь с записью. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока. Для убийства. Мои поздравления. Были типом находится сразу за этой камерой.